Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра, а также красоты в вашей жизни. Сегодня будет речь идти об этих красивых, великолепных, волшебных, божественных цветах. Вот такие прекрасные цветы можно получить в подарок, а также можно их купить. Для чего? А для того, чтобы получить удовольствие, а также для того, чтобы размножить эти великолепные цветы. Купить их практически на рынке невозможно рассадным образом. А вот таким образом можно их размножить и иметь очень красивые цветы. Чтобы цветочки радовали еще какое-то время и далее распускались, я видела, какие они вот красивые, когда распускаются. Огромный цветок, ну вот такой, типа такого. Это тоже отдельно сорт. Видите, серединка здесь салатная, а здесь серединка белая. И тоже вот такие красивые цветы. И их очень сложно приобрести, очень дорогие, но и сложно их получить даже за большие деньги. Поэтому вот есть такая возможность. Я хочу вам показать, рассказать, каким образом мы делаем вот это размножение и получаем вот эти цветы. Для укоренения черенков нам нужны вот эти таблеточки, торфяные таблетки. Вот они мне очень нравятся. И, естественно, водичка с шунгитом. Я заливаю. Нужно предварительно, конечно же, залить. Здесь где-то на сантиметр водички. Но снова же это нужно смотреть, наблюдать, сколько нужно, еще будем доливать. Пока эти таблеточки у нас замачиваются. Смотрите, какие еще красивые у меня цветы есть. Вот получили в подарок. И я хочу их размножить. Желательно, конечно, чтобы они были свежие. Вы скажете, что здесь можно размножать? Да, здесь масса посадочного материала. Что мы делаем? Можно в первую очередь, смотрите, нарезаем вот эти молоденькие. Они наиболее активны. Цветочек мы сам обрезаем, вот где-то здесь, вот так вот. И оставляем вот под листиком буквально где-то около сантиметра, даже меньше можно оставить. Здесь над листиком полсантиметра оставляю. Здесь у меня получится, смотрите, сколько черенков. А черенков у меня аж 3 получится. Вот это мы убираем. Вот. Нет, здесь, да, здесь я просто обрезаю для того, чтобы корневая система хорошо образовалась. Вот здесь у нас могут быть пасынки. Вот. И затем мы их в таблеточки отправим. Здесь у нас нормально все, только вот убираем снова же. Часть листиков обязательно обрезаем. Так, эти сюда. Это у нас с одной веточки, смотрите, какая прелесть получилась. У нас 1, 2 и 3. Вот эти череночки можно использовать для укоренения. Ну вот я смотрю, что у меня еще нужно чуть-чуть водички, еще подождать. Так, мы это сразу откладываем. Я сейчас покажу еще другие. Здесь черенков очень много можно сделать. Почему? Когда вот обламывается, да, вот крупный цветок получается только тогда, когда мы убираем вот эти боковые пасынки и, естественно, вот эти цветочки. Если бы здесь оставили еще пару цветочков, он бы был мелкий. Вот это секрет такой. Вот я его сейчас обрежу. И хочу показать вам, что вот здесь наиболее удачные будут у нас череночки. Для этого мы вот эту часть обрезаем, мы его в водичку отправим, он нас будет радовать. Кстати, раскрывается потом очень долго. Я вам покажу потом, как это все делаем. Но сейчас вот самое главное. Смотрите, здесь очень много ценного материала рассадного для размножения. Большие листики убираю. Что мы можем здесь сделать? Смотрите, я обрезала, уже оставила кусочек. И здесь обрезаю, потому что я хочу, чтобы у нас получилось несколько череночков. Вот здесь,
Сейчас покажу, как я его буду улучшать для того, чтобы принялся. Далее, здесь нормально, снизу, видите, остается часть. И обязательно тут же, вот можно вот под низом вот сделать. Ну, здесь получится один черенок. Ну, а теперь что нужно сделать? Здесь у нас, конечно же, мы его убираем. И здесь я срезаю. Вот нужно вот жесткое. Сейчас вот жесткая вот эта часть. Вот весной, когда мы укореняем, верхушечку сняли, она нежная-нежная такая. А сейчас они жесткие. И если просто вот так черенком, даже если черенком, все равно из таблеток получается, но наиболее эффективно нужно вот эту часть, сейчас я ее убираю, не надо бояться, нужно убрать вот эту жесткость. Я их просто срезаю часть, больше половинки нужно срезать. Аккуратно, не спешите, потому что вот, это опасно, нужно безопасно себе, безопасность обеспечить безопасностью. Так, еще можно вот часть убрать. Видите, середина уже пустая. И если мы просто вот этот кусочек для черенкования уложим, то через серединку уже не будет у нас поступать вот эти питательные вещества и водичка. Поэтому мы убираем вот эту серединку и оставляем вот эту зеленую часть, через которую будут поступать питательные вещества и водичка. И здесь у нас, вот видите, даже выламывали один раз, я вижу, убирали пасынок, но у этих цветов еще потом может быть один пасынок обязательно идти. И то же самое я буду делать и с другими. Но вот сейчас у нас есть уже первые череночки. Я хочу вам показать вот таким образом, как я их дальше делаю с ними, что я делаю. Так, лезвие мы убираем. Конечно же, лучше всего брать отдельно. Мы сейчас сделаем вот так вот, чтобы видно было. Вот они, наши череночки. Беру отдельно таблеточку. Смотрите, она уже замокла очень хорошо. Вот. И желательно то ли спичкой, то ли каким-нибудь. Вот в данном случае вот твердый у нас кусочек. Я распушиваю чуть-чуть земельку. И вот этот череночек. Мне нужно как можно больше. Вот эта площадь должна попадать в эту таблеточку. Видите, здесь убираю чуть-чуть. И улаживаю, буквально улаживаю. И сверху обязательно прикрываю вот этой субстанцией, которая называется торфяная таблетка. Там, естественно, есть и укоренитель, там есть удобрение, но самое главное, вот этой таблеточке будет постоянно влага. Я вот сейчас, когда мы уже это все делаем, покажу, каким образом я делала. И вот здесь получается, что в этой таблетке всегда есть нужное количество воды и питательных веществ, и получает постоянно. Если вдруг не полил, там вот, если в земле это делаешь, поливаешь, и какие-то дни нельзя поливать, или что-то пропустил, сильно жарко, и получается, что не поступает влага и питательные вещества вот к этим новым образующимся корешочкам. Поэтому нужно вот таблетки, мне очень нравятся для укоренения. Я недавно начала их использовать, и этот способ очень хороший. Теперь еще берем одну и выкладываю уже их сюда. Здесь они и будут находиться. Вот. Теперь нужно снова же, так как у нас эти череночки более-менее нежные, я делаю для них снова же такую вот дырочку. Вот. И тоже прижимаю. Должна быть стыковка. Вот смотрите. И вот он у нас сюда отправляется. И так буду выкладывать все вот эти череночки разные. Здесь тоже один убираю. И можно чуть-чуть сделать срез, чтобы как можно больше корешков получилось. И вот этот у нас уже пасынок будет служить вот этой прекрасной палочкой, выручалочкой, волшебной палочкой. Вот. И прикрываю. Вот такая у нас, видите, хризантемка в будущем растение такое.
А вот это уже первые результаты. Вот это 2 октября я уже делала. Видите, вот она, веточка маленькая, и уже есть маленький пасынок пошел. Вот уже пора открывать их и давать им воздух, но все равно еще вот таким образом их нужно удерживать. Ну и здесь сейчас мы посмотрим. Я так раз в день чуть-чуть приоткрывала, чтобы посмотреть, как они себя чувствуют. Вот смотрите, я их ни разу не поливала со 2. И здесь даже вот такой вот кусочек, он тоже дал уже пасыночек, дал рост. Там тоже маленький-маленький есть. Вот видите, здесь уже некоторые большие растут. Вот это точно вот таким образом, как я вам показывала, вот это я делаю. Но я сейчас завершу. Здесь у нас мы воздух дали и снова же немного прикрываем. И оставляю их на восточном окне. Но там у меня не целый день тепло. В доме еще тепло сравнительно. И вот видите, они вот все равно здесь у нас получается пространство. Почему я беру коробки от торта? Потому что здесь пространство закрытое. Снизу обязательно коробочку устанавливаю, хотя у нас теплый подоконник, но надо все равно что-то устанавливать под низ. Очень удобно брать, даже переносить, если надо будет. А надо будет позже, мы будем выносить и в теплицу их закалять. Вот. Или же стаканчики, могут быть побольше стаканчики. Видите, удобно таблеточку в любое место, можно ее выложить и закрыть. Вот это тепличка, парник своеобразный делаем. Именно в парничке немножко уже буду приоткрывать, потому что их надо уже потихонечку приучать. Вот чуть-чуть небольшое будет отверстие, приучать тому, что есть и другое пространство, в котором они будут жить. И здесь то же самое. Вот немножко вот таким образом. Но я сейчас вам покажу до конца, как я делаю. Завершу всю коробку вот этого лимонного цветка. Это у меня вот этот цветок, вот эти красавцы укореняются. Вот. А сейчас мы вот делаем следующий вот такой. А потом отдельно еще коробка будет белая. Ну просто великолепные эти хризантемы, я их обожаю. И поэтому их размножаю, и где могу, и как могу, покупаю, размножаю, для того, чтобы у дома была вот эта красота. Когда уже осенью все везде серое, черное, а у нас яркие краски хризантем. Пока я делала вот эти надрезы лезвием, Александр Федорович усовершенствовал вот эти мои работы. Смотрите, вот я их нарезала кусочками и беру ножик, а ножиком все намного проще. Вот с этой стороны, где будут пасынки, здесь мы ничего не трогаем. А вот с этой стороны, где идет древесина, да, оно уже действительно как дерево, мы берем посерединке, срезаем. И легко ножичком. Видите? И еще можно чуть-чуть собрать тут лишнее. И вот мне надо, главное, попасть в таблеточку, да. Вот смотрите, она очень большая, вот эта часть. Поэтому я еще ее уменьшаю, кусочек отрежу. И что теперь еще раз хочу показать вам. Беру таблеточка размоченная, открываю вот эту одежечку. И очень хорошо, если даже таблеточка, видите, как-то спрессована так, что под углом сделано. И вот эту серединку, вот эту часть торфяной таблеточки внутри, здесь торф, и здесь какие-то есть еще питательные вещества и, наверное, грунт. Я не вникаю в это дело, мне главное, что нравится результат. И смотрите, вот эту ямочку, которую я сделала, я сюда помещаю наш череночек. Надо, чтобы вот эта вся часть соприкасалась вот с этой массой таблеточки. Вот, потому что оно будет и питать, и затем вот этими, вот видите, вот ткань это или бумага специальная, я вот через нее прижимаю. У меня получается, видите, прижато, воздух сюда не поступает, по крайней мере, сколько нужно он там поступит. Вот я закрываю, и вот таким образом у меня получается хорошенько снова же прижимаем. И у нас, естественно, там, где будет пасынок, помягче. И здесь закрылась у нас и часть вот эта
Тоже ее нужно еще раз закрыть, прижать. Листики у нас наверху. И у нас готовые вот маленький череночек, готовое будущее растение. И теперь помещаю все эти растения. Видите, они уже у меня здесь находятся. Еще раз покажу сейчас вам еще одну таблеточку. Как раз одно остался кусочек. У меня в конечном итоге, видите, эти уже деревянные, их невозможно ничего с ними сделать. И остались листики. Ну и здесь тоже уже ничего не... Можно. Ха-ха. Вот. Еще можно один череночек. Вот я сейчас его и возьму. Это, кстати, можно без... Так, цветочек тут есть, видите? Мы цветочек аккуратненько удаляем. И сюда же мы вот этот череночек помещаем. И вот самое главное, видите, чтобы было соприкосновение вот с содержимым таблеточки. И прижимаем. И сюда же вот так вот закрываем. И помещаем вот в эту нашу коробку от торта. Делаю место сейчас еще для одного. У нас еще это один череночек. Ничего не должно пропадать. Смотрите, какой он красивый. Тут даже два может быть пойти пасынка. Сейчас мы вот это срежем. Часть. Вот. И снова ножик. Берем ножичек. У нас посередине практически должно быть вот эта часть, где должен быть пасынок. Ну, так как он снова же длинный, мы его укорачиваем. Берем таблеточку и сюда по центру делаем вот эту выемку такую. И сюда помещаем наш череночек. Маленький череночек. Чуть-чуть даже прижму. Не надо бояться. Прижимаем и закрываем полностью вот эту часть, нижнюю часть череночка. Вот он в таблеточке. И мы его поселяем сюда. И здесь будет расти уже новое растение. Ну вот я их... Вот один цветок у меня получилось как раз полная коробка. Ничего больше не доливаем. Влаги здесь предостаточно. Ну а дальше что мы делаем? У нас есть пищевая пленка. Можно широкую, одним сразу. Ну, не у всех есть такая. У меня есть и широкая. Ну, на кухне под руками всегда есть вот такая пленочка. Я просто два кусочка. Потом легко поднимать и уже открывать, когда идет закалка. Вот, смотрите. Одна сторона. Мы ее закрываем. Очень хорошая, удобная вещь. Вот эта пищевая пленочка. И еще один раз. Так, чтобы закрылось все. Вот. Я тут отрезала для прививок кусок. Вот. И получается, что там иногда не очень ровно получается. Так, отлично. И вот сегодня у нас 12 октября 2022 года. Я провела очень важную операцию. Операцию по размножению любимых цветов. Видите, тут еще не натянула. Сейчас мы натяжку сделаем лучше. Еще потом запишу. Надпись сделаю. Очень люблю вот хризантемы, конечно же, из черенков. Очень легко весной. Вот эти росточки, потом я их и в горшочки могу пересадить. Кстати, если за ними ухаживать, делать перевалочку, то получится, что можно уже к весне получить цветы. По одному цветку оставлять. Ну, я думаю, я вам покажу, как я делаю. Но я стараюсь, мне задача нужна размножить. Стараюсь размножать, сохранить вот эти растения. И вот закрываем. И только в определенные дни, видите, здесь даже чуть-чуть может быть воздух поступать, ну буквально чуть-чуть, больше не надо. И здесь они уже будут находиться, будут расти, влаги предостаточно в таблеточке, а уже когда пойдут в рост, начну их закалять и открывать, и тогда уже полив только в хорошие дни. Итак, Раиса Горяченко, Александр Волик показали, как можно из покупных или подарочных цветов хризантемы, не только с корнями,
Мы мультифлору корнями, конечно, в горшках покупаем. А здесь без горшка цветок подаренный или купленный. И этот цветок можно размножить, потому что здесь очень и очень много. Видите, сколько здесь посадочного материала, сколько можно сделать черенков и размножить вот эти замечательные, красивые. Вот только посмотрите, какая это красота. Это просто великолепие. И у меня есть такие желтый, чуть-чуть поменьше цветок, есть у меня кремовый, а теперь у меня будет и салатный вот такой, и белый чистый, и лимонный цвет хризантем вот этих крупноцветковых. Это высокорослые цветы, корейские тоже, но это вот крупный цветок, который мечтает каждый вырастить на своем огороде. Мы прощаемся с вами, мы показали вам, как мы размножаем различными способами. У нас есть и весеннее черенкование. Ну и вот можно, когда сейчас еще свежие цветы, можно размножить с помощью вот таких маленьких череночков, вот с помощью вот этих таблеточек. У меня еще один цветок есть, поэтому я буду заливать, замачивать и далее готовить еще вот этот цветок к размножению. Прощаемся с вами до следующего видео. Вы просили рассказать и показать, как можно из таких цветов крупноцветковых, высокорослых, корейских сделать черенки и размножить. Мы вам это показали, рассказали, поделились своим опытом. А на этом мы прощаемся. Всего-навсего до следующего видео. Пока. Будьте все здоровы. Красоты у ваших домов и хорошего настроения.